Хочу кратко записать итоги моего похода, пока не забыла. Это было нечто. С одной стороны, это было потрясающе. Там такие классные виды. Наверное, это был один из самых моих лучших походов. В то же время я несколько раз была на грани отчаяния. Просто мне нужно было вернуться до темноты. От остановки, куда довозит автобус, до самого Морского Ока где-то 2,5 часа ходьбы. Я точно не знаю, сколько километров, надо посмотреть. Ну, в общем, последний автобус уходил в 7 вечера. Соответственно, где-то в 4 вечера мне надо было уже от Морского Ока стартовать. Но я решила пойти... Я решила пойти на другое озеро. Я была уже там, и до этого озера было около часа ходьбы. Я решила, была не была. Последний автобус ходил в 7 вечера, так что я так прикинула, что у меня есть время. Оказалось, что чтобы добраться до этого второго озера, нужно идти в гору. И идти нужно долго. В какой-то момент я думала, что я сдамся, но я говорила себе: давай. Шла, я не знаю, у меня куртка вот моя, она пропотела насквозь. Я не знаю, как это вообще возможно. Я не знаю, как я это выдержала. Более того, я с собой взяла рюкзак и заполнила его продуктами. Очень много продуктов взяла, но у меня не было времени сесть и поесть. Поэтому вот они, мои продукты. Я не знаю, куда с ними. Мне их нужно как-то съесть. Я не ела сегодня за целый день вообще ничего. Вообще. Не совсем так. Я съела 2 кусочка пиццы перед тем, как поехать в Морское Око. То есть, получается, с 10 утра я не ела ничего. Я не знаю, как я это сделала, но я добралась. Я увидела это шикарное озеро там. Но дальше начинается самое интересное, это путь обратно. Я, если честно, рассчитывала на лошадей. Там ходят конные повозки, которые возят тебя от остановки до Морского Ока. И я надеялась, что на обратном пути я как раз поеду на лошадях и как раз успею к последнему автобусу. Но меня ждало разочарование, лошадок уже не было. Причем, когда я добралась до Морского Ока от второго озера, уже стемнело, и тут я реально начала паниковать, потому что там действительно водятся дикие звери. Я видела несколько лисиц, они прям выбегали на дорогу, ничего не боялись. У меня есть видео очень плохого качества, поскольку уже темно. И там реально водятся медведи, а также какой-то барс или что-то такое из семейства кошачьих. В общем, темнота. До остановки мне идти 2,5 часа. Я надеюсь на лошадей. Они, кстати, не возле Морского Ока стоят, а еще подальше. И я дошла до этого места, и лошадей там не оказалось. И я вообще начала просто паниковать. Я не знаю, как меня угораздило. Я не знаю, почему я поперлась на это второе озеро. Но я решила, что, это один раз я, наверное, сюда приезжаю. Я не думаю, что у меня будет второй шанс, и что я пойду специально на это второе озеро, которое рядом с первым находится. Если я второй раз сюда приеду, то я пойду на другие озера, которые, кстати, на другой тропе находятся. Или на Медвежью тропу, господи. Я пошла пешком, потому что делать нечего. Я вообще не знаю, как я это выдержала. Но мне очень повезло. Я нагнала одну группу поляков. Их было 3 человек, 2 мужчин и 1 женщина. И слезно попросилась к ним. Говорю, мне страшно, я не знаю, что делать. Они вообще не говорили по-английски, по-русски тоже. И вообще мне показалось, что они как-то русских не очень любят. Но они меня приняли к себе. И что самое классное, у девушки, которая с ними была, у нее был фонарик. И это просто класс. Потому что... Ладно, там основная тропа проходит. Она идет ровная дорога.
вымощенная асфальтом, там ты ничего себе не сломаешь. Но там проходит маленький кусочек дороги, где идут просто камни, 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 и вот так вот вниз ты идешь по ним. Там я пару раз думала, что я выверну ногу, но вот фонарь, конечно, сильно спасал. Еще там есть перила просто вообще. Конечно, очень классная тропа, очень, очень все продумано, там ливневки есть. На каждый маленький ручеек, который стекает с горы, там стоит ливневка. Ну, как бы вот было бы в Москве тогда. Мы шли очень быстрым шагом, и этот путь, который должен занимать 2,5 часа, мы прошли за час с небольшим. Я очень боялась от них отстать. Я думала, что, если я от них отстану, они меня бросят. Я не смогу оттуда выбраться, и меня сожрет медведь. Вот. Но все нормально оказалось. Мы в итоге дошли. Хотя к концу пути я уже тоже потеряла надежду. Я думаю, только иди, ни о чем не думай. Потому что сил не было вообще. Я думала, я там рухну просто на этой дороге и все. И когда я увидела огни впереди, я не поверила сначала, что это стоянка автомобильная, потому что по моим подсчетам нам нужно было еще там завернуть за угол, еще идти минут 20. Вот, я просто не поверила, когда мы дошли до этой остановки. Но мы до нее дошли. И я, конечно, сильно поблагодарила поляков. Просто они меня спасли. Вот такая история. Да, и я успела на автобус, причем даже не на последний, а на предпоследний. Я уже дома, я пришла домой, и оказалось, что тут отключили отопление. Собственно, поэтому я сижу в термобелье. Как-нибудь ночку переживу, а завтра уже домой.